проверяем микрофон. Я просто каждый раз офигеваю. Ну почему мне так не везет с погодой, только я решу поснимать, взять с собой камеру, захватить, поснимать, опять какая-то на улице жесть. У меня уже настал снег, дождь и все, вообще все, что угодно вместе взятое. Сегодня у нас 11 мая, на дворе как будто бы начало зимы. Уже, мне кажется, я даже не знаю, смирились, привыкли, уже перешутили. Мне кажется, мы уже все стадии прошли, и вот мы снова здесь в ожидании лета, корабликов. Что у нас за эту неделю произошло? И мне кажется, я мало на этой неделе выходила вообще в социальные сети, в какое-то пространство публичное, но мы подписали несколько договоров. Один договор у нас был. Я, кстати, вот кто меня смотрит на Ютубе и вспомнит, кто отвечал мне в Инстаграм, я задавала такой вопрос. Нужно ли рассказывать про примеры покупок? Кто заключает что, зачем? Мне в основном, конечно, ответили, что да. Нет, никто не сказал. Не знаю, может быть, наверное, подумали и не написали. Вот, ну да, сказали. Мотивирую это «да, интересно» или, допустим, «да, это мотивирует», что вообще, в принципе, кто-то что-то покупает. Вот, это тоже популярный ответ. Еще один ответ это был да, потому что это тоже там мотивирует на вообще, в принципе, узнать, какие есть проекты, какие потребности у людей, как они их с помощью этих проектов закрывают. Я вас, конечно, очень понимаю. Вот, я даже подготовила, честно, ответ. Написала пару сторис с ответами, почему я считаю, что это не поможет. Вот, но я их не стала публиковать, потому что моя мысль уже ушла куда-то вообще далеко. Я подумала, что либо я вот так вот наговорю просто, либо в сторис я наговорю, либо наговорю для слушателей и читателей, не знаю, Ютуба. Потому что я убеждена, что это не поможет. Во-первых, тоже долго рассказывать, наверное, не буду, иначе никто не будет слушать меня. Вот вечная проблема. Я люблю поговорить. Не то, что люблю, наверное, я люблю свою мысль вот объяснить, почему я так или иначе думаю. Но меня это мой враг просто. Я как начну что-нибудь рассказывать, меня просто не остановить. А мне уже нужно будет сейчас вам еще кое-что, один проект показать. Вот, так вот, я убеждена, что это ничем не поможет, потому что, вот поверьте мне, вот моему опыту работы, я уже, мне кажется, из года в год забываю, сколько я работаю тоже в недвижимости. У всех мы как будто бы одинаковые и как будто бы одинаково разные. Вот у каждого даже на миллиметр. Это как, я не знаю, примерка одежды. Вот понятно, что масс-маркет это примерно для всех. Когда вы хотите какое-то что-то уникальное, вы все равно ищете что-то интересное. И одному там вот может нравиться вот такой крой, другому не нравится. Так вот, моя мысль, видите, опять уходит в сторону. К тому, что критерии именно... Вот идеального жилья не бывает, это нужно вот принять. Но вот эти критерии, где вы можете компромисс какой-то, вот он вам подходит, или вы на это можете закрыть глаза, а другой человек не может закрыть на это глаза. Поэтому и работа ведется с вами индивидуально. У каждого вроде маршрут начинается одинаковый. Инвестиции. Дальше второе, знаете, вот эта стрелочка. Следующее. Если там, допустим, не для перепродажи, для ребенка. Для ребенка у всех разного возраста дети. Нужно посмотреть, да, сколько, когда он переедет. У кого-то 17-летние дети, и вы думаете, что там это уже следующий год. У кого-то дети маленькие. У нас ребенок, например, я вам сейчас покажу, кстати, поеду еще на один объект. Я сейчас на Царской столице, вот хотела вам показать мир. Шедевр просто новый. Мне кажется, я просижу, 10, наверное, любуюсь просто на него. Не могу никак включить камеру. Он просто очень красивый. Я уже сколько вот приезжаю, смотрю на этот посад, все хочу тоже его вот поснимать как-то комплексно, но он очень красивый. Я считаю, что это будет тоже новый прям шедевр. Именно опять моя мысль ушла в сторону. Ну вот просто это невыносимо. Я хочу рассказать обо всем сразу просто. Так вот.
к тому, что дальше вот у нас, допустим, ребенку 1,5 года, и мы в прошлом году вот купили ему в стройке квартиру. Мы не хотим прям вот под самый маленький процент, который давали, там дисконтные проценты вот эти вот были какие-то крошечные. Вот, мы под них взяли, еще и траншевая там ипотека, и даже не планируем ее гасить. А смысл? Даже если она будет 18 лет, представляете, нашему ребенку год, я просто представляю, даже если он лет 16, я 100% мы захотим его просто отправить жить своей прекрасной жизнью, вот, и познавать мир через опыт. Вот мы такие люди, вот все разные абсолютно. Ну вот мы такие, я убеждена, что я через 10-15 лет уже не захочу, ну через 10 еще ладно, вот через 15 слушать все эти переходные возраста, вот пусть идет, работает и живет, вот мы все дали, все, что могли. Вот, и все. Зачем ее гасить? Нет смысла. Я пока не вижу. Может быть, через 5 лет я передумаю, да, может быть, супруг скажет, ну, он там порывается ее погасить, продать одну квартиру, там, погасить ее. Я и пока смысла не вижу. Мы пока вот сошли, что, ну, мы еще это проанализируем, да, но я имею в виду перспективу. Представьте, сколько лет еще, это ого-го. Поэтому, ну, даже у каждого разный возраст ребенка, и инвестиция на будущее для ребенка нужно понимать, что морально ли устареть дом, насколько разовьется инфраструктура этого района. Потому что мы специально взяли на стадии развития. Это только начнется, мне кажется, этот район только через лет 5-7 будет выглядеть классно, там, удобно, вот так, наверное, скажем, да, не классно, это немножечко про удобство, скорее про такое, что молодежный какой-нибудь. Кому-то интереснее, чтобы это, ну, здесь и сейчас жить, потому что вот сейчас мы едем смотреть туда, в этот район, вторичку, ну, вторичка только вот сдался, вот дом, и, естественно, первое возражение девушки, которая хочет там жить одна, она, наоборот, хочет уже здесь и сейчас хорошей инфраструктуры, хороших дорог, хорошего окружения, вот здесь и сейчас. Она понимает, что район перспективный, но вот ждать 5 лет она не хочет. И я ее прекрасно понимаю. Мы едем вот оценить, насколько сейчас комфортно или некомфортно. Вот вдумайтесь. Я могу, конечно, вот именно это, да, все рассказывать, но там, что, какой запрос, какой... Мы пришли смотреть один проект на вторичке. Квартира тоже готова, мы все смотрим новое, мы на этом определились. Старая она не хочет смотреть, хотя тоже мы долго к этому это проанализировали. Я все объяснила, рассказала, плюсы-минусы. И вот мы как бы от большего к меньшему. Старая точно нет, новые дома, свежие, только вот построенные, допустим. И мы пришли, а там агент тоже продает, он говорит о том, что ну тут вот рядом парк, а будете там с детьми гулять, а у нас девушка одна, ну как бы сейчас у нее нет детей, и это только в перспективе. Вот завтра ей не нужен этот парк для прогулки с детьми. А вот нам, например, ну, вот он нужен. И у нее другие запросы. И это очень-очень логично и понятно. То есть у каждого, каждый смотрит. Я ему сразу говорю, вот нам парк ходить туда не надо. Мы бы лучше на него смотрели. Вот лучше бы, если бы квартира развернулась с видом на парк, у нее совсем была бы другая ценность этой квартиры. Хотя вот мы, например, обсуждали бы одну и ту же квартиру с разными абсолютно сценариями и покупателями. Вот мысль такая, что иногда нет плохих или хороших объектов. Есть объекты, которые подходят разным абсолютно запросам. 9 минут прошло, я выхожу показать мир, иначе я уже тоже начинаю опаздывать. Вот сейчас переключаюсь. Вот я хочу продолжить про эти квартиры. Я сейчас обойду, и будет его, наверное... А может быть, я и перейду. И напротив, через дорогу покажу, как прекрасно смотрится этот фасад. Боже мой. Ну, это, конечно, потрясающий вид, Феодосиевский собор. Я вот вам как раз говорила, это просто две абсолютно разные картинки. Пожалуйста, здесь заправка вот с этими непонятными на пустыре машинами. Мы просто поворачиваем взгляд направо, и здесь совершенно другой Петербург. Ну вот такой. Ну что нам поделать? Ничего не можем с этим сделать, не можем бороться, как бы нам не хотелось. Но мы надеемся на перспективу все-таки развития, потому что Московский вокзал тоже будет, там проект, я думаю, видели, его будут там расширять и делать как раз вот ближе вроде как к царской столице, к этому кусочку мира.
В общем, про квартиры, которые выходили последние. Допустим, вот здесь, да, вот эти квартиры, которые 93, 100 миллионов, большие 100-метровые квартиры, они вышли последние. И, в принципе, их цена квадратного метра, она меньше и быть и не могла. Нет у них никакого прироста, они вышли вот недавно и по той цене, который застройщик готов их отдать. Вот здесь, например, по центру есть квартиры трехкомнатные за 43, допустим, 3 спальни, кухня-гостиная, шестой этаж, разные абсолютно этажи. И там прирост разный, от 10% годовых. Прошу заметить, допустим, квартира была стоимостью была 30, сейчас 38. Это 2 спальни, кухня-гостиная. Делим на 3 года, потому что она вышла в 22 году летом. Вообще весь дом, да, выходил летом 22 года в продажу. Ну и, соответственно, делим, я даже округлила, даже меньше, там получится 9, наверное, процентов. Ну, в общем, 9% годовых. Много или мало, считайте сами. Я считаю, что не много. С учетом того, когда мы уже последние, наверное, года полтора живем в высоких ставках. И если мы говорим про единовременную оплату или даже рассрочки какие-то. Но рассрочек не было здесь таких рассрочек хороших, так скажем. Мы вот даже брали в прошлом году квартиру с клиенткой как раз вот здесь, в центральном корпусе большом, и вот здесь прям классную тоже квартиру в рассрочку, но все равно не все были краткосрочные, чтобы мы попали в 100% оплату. А если мы говорим про базу, то там еще и плюс 10%, все равно это становится уже неинтересно. В общем, мой месседж такой, что нужно смотреть каждую квартиру, и в какой-то момент там вы понимаете прекрасно экономику, что не настолько прям это вообще и критично, дорого, и даже выгоднее брать вот сейчас готовый дом, который вас уже радует внешне, никаких рисков и очередной шедевр. Смотрите, какая там арка красивая будет. И вот все от дороги, да, от забора до дома будет, естественно, благоустраиваться. Ну, конечно, вид на собор, на город, на стену кремлевскую. Как мне нравится. Вот такую фоточку я сейчас делаю. Конечно, что меня смущает, это окружение, которое, мягко сказать, смущало, мне кажется, все эти годы, и 5 лет назад, и год назад. Это, естественно, Боткинская больница, которая пока не переехала. Это царская столица, которая тоже немножко превратилась в такой проходной двор. Это инфраструктура, которую, эталон, наверное, хотелось бы большего, я бы так сказала. Вот посмотрите, царская столица, это первые корпуса, туда, мне кажется, еще хуже к обводному каналу, там вообще с правой стороны ни парковки, ничего. Вот это поле, оно, конечно, смущает. И сразу мы видим маленький корпус МИР. МИР состоит у нас из 2 корпусов, один побольше и маленький там меньше. Но RBI это не первый их проект. Вот здесь у нас уже туда дальше видно Московский вокзал. Ну, вот здесь прям самая, наверное, грустная картинка из тех, что к миру ближайшая. Конечно, все хочется, чтобы смотрела либо на Феодосийский собор, либо на центр города, либо в ту сторону, потому что вот как только мы поворачиваем туда, все сразу сильно меняется. Напротив, вот, я забыла, как он называется, мне просто вылетело из головы. Я напишу. Я, в общем, рада за всех, кто покупал со мной МИР. Моих клиентов было немного, но я рада за каждого, потому что, очень красивый получается, насколько красивая вот эта русская архитектура, насколько просто фасад, очень красивый этот кирпич. Я хочу поближе посмотреть все эти бордюры. Мне кажется, они, конечно, выполнены там просто классно. Какие-то клиенты тоже покупатели, наверное, ходят, смотрят. Смотрите вблизи. Вот там маленький корпус. И вот. Красота. Какой-то прям вот эта 3D-кладка, она частично проглядывается. Мне кажется, что он очень качественно будет выполнен. Колонны. Это все, наверное, вот интересно, скажу потом, это фибробетон или это просто плита. Вот как раз рендер, как это будет выглядеть. Ой, какой красивый будет, боже мой. Еще с этой подсветкой
потрясающе разбавят вот первые этажи. Тоже, скорее всего, фибробетоном, да, выполнены еще вот этажи с террасы, бордюр такой красивый. Мы не очень давно с клиентами смотрели как раз цены. Скоро 15 мая у нас подорожают паркинги. И мы вернулись, в общем-то, с некоторыми клиентами к миру, сравнивали цены старта продаж и, допустим, то, что сейчас какая цена. И я вам скажу так, на разные квартиры по-разному. И есть квартиры самые вообще топ просто, 90 и 100 миллионов. Две квартиры, они находятся на 8 этаже, вот в этом прям торце, и с видом, ну, пожалуйста, собор, я не знаю, ну, видно ли вам или нет, я хочу сделать фотографию, это очень красиво. Снова спустя год я записываю влог, идя по Арсенальной набережной на мероприятие по поводу старта продаж нового жилого комплекса на Матисовом острове Физики Девелопмент. Я тогда тоже шла на мероприятие ровно год назад от их же компании Моисеенко, теперь Матисов остров. Вот такое у нас здесь мероприятие, какое-то превью, наверное, что-то не собираются, хотя у нас в 17:30 уже должно быть начало. В Лотте, это на Арсенальной набережной, сделали новый такой девелопмент, новые холлы. Я в прошлом году снимала, показывала вам тоже. Мы уже зашли, получили вот такой браслетик и посмотрим сейчас, что у нас здесь происходит. У нас собрались агенты, представители разных агентств. Я думаю, разные гости. Посмотрим сегодня презентацию. Здесь у нас небольшое превью. Опять все красиво, все очень достойно. Презентация там, где у нас проходит, довольно громко. Мероприятие вот начнется. Сегодня будем слушать, что вдохновляло наших создателей купить этот участок. Будет интересно, потому что покупка была довольно неожиданная. Ну вот мы ищем местечко, наверное, где-то внизу поищем. Желающих поживиться тем, что еще не построено. А? Слушайте, мы сегодня с вами презентуем какой-то фантастический проект. Я посмотрел, полистал, когда готовился. Ну, это же сказка. Я познакомился с руководством компании, я клянчил скидки, я унижался, запугивал. Пока тишина, сука. Стоечку, спасибо большое. Сегодня мне придется много читать вам, потому что времена такие, от себя лучше не говорить. И есть информация, которую просто я обязан до вас донести. Она хорошая, она красивая и точно написана. Итак, дамы и господа, мы рады приветствовать вас на презентации нового проекта компании Physica Development, которую мы назвали Physica Masters.
Александр, почему на вас вот это пшикало, а на меня нет, а? Друзья, я всех приветствую от нашей звездной команды. Сегодня будет невероятно интересно. У нас лучшие люди России выступают. И сегодня мы будем знакомиться с самым романтичным районом Петербурга, настоящей маленькой Венеции, которая славится своей культурой и архитектурой. На улицах Коломны до сих пор слышны шаги Александра Блока, Ильи Репина, Анны Павловой, великих князей Романовых и многих других. Однажды в начале 20 века Коломна уже пережила строительный бум и полностью преобразилась. Сегодня мы с вами открываем для себя Коломну, чтобы понять, как это жить в центре петербургского Монмартра, чувствовать себя частью истории, культуры, архитектуры Петербурга и вместе с этим жить в сердце современной жизни города и уверенно смотреть в будущее. Дамы и господа, главный среди лысых Владимир Познер. Добрый вечер. Но после того, как меня представил Дмитрий Накиев, я должен спеть, наверное, нет? Потому что там... Да, ну вот это только... Вы знаете, утром сегодня я, когда шел на Ленинградский вокзал, я встретил приятеля, и он говорит: ты куда едешь-то? Я говорю: в Коломну. Он так посмотрел на меня и говорит: подожди, Коломна же под Москвой. Я говорю: нет, ты не знаешь, что есть такой в Питере, ну, такой район, Коломна? Ведь первый раз слышу. Я говорю: ты случайно не читал Пушкина, там, «Домик в Коломне», нет? Нет, говорит, а что? Он писал о Коломне. В общем, у меня сложилось впечатление, что вообще об этой питерской Коломне мало знают. И что, кстати, «Домик в Коломне» очень мало кто читал. Ну вот если так честно, кто читал, поднимите руку. Одна, две, три, в общем. А вы знаете, эта поэма очень хорошая и немножко такая скабрезная. Ну, я не буду рассказывать об этом, но стоит почитать. Вы знаете, где расположена Коломна, я так полагаю, да? Мы там живем. Да. Ну, там, значит, Большая Нева, потом, значит, Фонтанка, Крюков канал, Мойка, то есть вообще более петербургского места представить себе довольно трудно. Это прямо самое оно. Вот. Входит еще 4 острова. Значит, они называются так: Коломенский, Покровский, Галерный и Матисов. Я хотел бы обратить ваше внимание особенно на последний. Вот Матисов остров. Я полагаю, что, может быть, кто-то думает, что он называется Матисовым, потому что там бывал замечательный французский художник Матисс. Нет. Вот. И тот факт, что в этом районе было очень много иностранцев, определило очень многое в развитии района. Ну, например, то, что там были иноверцы, были самые разные. И до сегодняшнего дня там есть католический костел, есть синагога, есть протестантская церковь, то есть опять были разные языки, разные национальности, разные религии изначально. И вообще Питер в целом абсолютно уникален, как и уникальна Коломна для России. Ведь вы подумайте, это единственный большой русский город, в котором нет Кремля. Благодарим Владимира Владимировича за содержательную экскурсию по Коломне.
Да ладно. Мне кажется, это будет идеальное решение. А что это? Они будут у нас? Мало того, что в ботаническом саду, мне сказали, вы знаете, мы 3 года назад высеяли именно сакуру, которая у нас в ботаническом саду, она именно выведена для Ленинграда, Ленинградской области, в то время еще давнее. И говорит, ну, наверное, ваши. Они розовые весной, зеленые летом, и посмотрите, какие они шикарно красные осенью. Потрясающе просто. Это будет, мне кажется, просто, я надеюсь, что застройщик поддержит мою идею, вы тоже поддержите, и мы получим такой шикарный вид, выход к воде. Анечка, спасибо тебе большое. спасибо. Ты на самом деле удивительно рассказываешь, я с удовольствием бы слушаю, если мы еще и соседями будем. Да, ты только к ним заходи, я же уже здесь. В Петербурге начинаются самые красивые закаты. Очень красивое небо. Я, конечно, выхожу на самую шумную набережную, Арсенальную нашу. Со словами, что закончилась презентация проекта физики Development. Остров Первых сегодня выступает. Такой прекрасный солнечный день. Мы приехали в Зеленогорск посмотреть в продаже апартаменты готовые. Готовый проект «Морская ривьера». Я сейчас добавлю несколько видео после моего пояснения. Я их, сколько смогла, сделала на телефон. Смотрели тоже с возможностью себе приобрести, может быть, смотрели вообще, как выполнен комплекс. В общем, пошли мы вдоль Зеленогорска, вдоль залива по нижней трассе прогуляться. После просмотра зашли в какую-то калитку и вышли к заливу. Какая красота летом открывается на нашем Финском заливе. Просто такая поэтическая красота. Камни на берегу, залив. Муравейник? Я говорю, так поэтически красиво. Ого! Надо молодежку привезти. Ты что, смеешься? Не надо! Ну, Володя. Матео хотел сказать. Матео, не надо. Можно просто зависнуть в этом моменте прекрасном. Ну почему так мало времени у нас в Петербурге в году, когда можно вот так гулять в такую прекрасную погоду по Финскому заливу? Так вот, возвращаемся мы к морской ривьере, к проекту апартаментов возле Финского залива с прямым выходом к Финскому заливу. Мы сейчас вот пойдем прямо по берегу, и, может быть, я вам его покажу, может быть, будет видно. Вот прям сюда можно будет, вот отсюда, вот где-то здесь он, и вот так мы прям выходим к Финскому заливу. Зеленогорск у нас после Репина, Комарова. Мы ехали прямо из центра города, ровно час по ЗСД, вот ровно час, довольно быстро. Несколько вариантов развития событий рассматриваем, и сдавать, и приезжать самим. Поэтому смотрим. Хотелось бы, конечно, готовое, как и всем. Но мы рассматриваем прямо вот сейчас несколько вариантов. Я вот как раз параллельно в телеграм-канале все это публикую, потому что Смолечкова, чуть дальше еще Зеленогорска, у нас тут Малозерная вдоль берега, вот в ту сторону, да, если, и Смолечкова. Там тоже стартовал буквально в конце апреля проект. Тоже апартаменты, ну там такие двухэтажные. Все из лагеря старого. Здесь это был старый санаторий, то есть морская ривьера, еще раз, это старый санаторий, который переделали в апартаменты современные. Смолечкова это лагерь, тоже старый Березка, который будут реконструировать в апартаменты и вообще вот комплекс такой санаторный. Но продаваться отдельно номерами апартаменты.
На территории там будет оздоровительный тоже термальный комплекс, теннис, падл-теннис, пожалуйста, там будут бассейны, открытые, закрытые. Но мне там нравится больше, что там больше вот эта общая территория. Здесь, в морской ривьере, вот добавлю видео, посмотрите, тоже есть бассейн, но он только открытый. Спа маленькая, пока еще нас туда не пустили, его запустят в июне. Маленький небольшой ресторан. Как будто бы сейчас хочется уже большего. Но он готовый, и отделка там не самая плохая. Я думала, она будет почему-то хуже. Муж стоит, ждет меня, я вам договорю. Где же он? Где-то здесь. Вот. И еще стартует несколько проектов скоро. Возле пляжа Ласковый будут тоже что-то типа санаторного комплекса, но там будут и для продажи апартаменты. Прям вот вторая береговая, так скажем, линия, но тоже доступностью пешей до пляж Ласковый в Сестрорецке. Классный будет тоже проект, в принципе, но он ждать тоже года 3-4. Репина от RBI, который будет запускаться, тоже ждать 2 года, но там будет сильно дороже. Смело Смолячкова почему-то прям нравится, хоть тоже ждать, но там по цене, в принципе, сейчас приемлем, и там будет интереснее по наполнению, что мне кажется, ну, как-то я вот не знаю, я, конечно, бы взяла бы каждый везде, была бы такая у нас, да, у всех возможность рассрочки, да, но не знаю. В общем, подумаем, потому что когда остров Первых стартовал на Матисовом острове, мы себе его хотели забронировать, взять себе в студию, вот, но из-за того, что мы рассматривали рассрочку, мы не попали в старт продаж, потому что приоритет был за 100% оплатой. Вот, честно скажу, мы не стали, потом они их индексировали уже, и даже тот, который мы хотели, его забрали. Ну и, в общем-то, мы не купили там себе квартиру для инвестиций, мы именно хотели именно в рассрочку, потому что полную стоимость отдать сейчас не можем. Вот, не получилось, поэтому смотрим опять же какие-то комбинированные варианты, разные, чтобы можно было и сдавать, и снимать, и как инвестицию рассматривать, сдавать. То есть и самим, может быть, жить, но самим как бы в студии странно, да, а здесь, конечно, тот вариант, когда можно жить и самим приезжать на этот прекрасный Финский залив. Что еще мне нравится в Смолячково, что там, знаете, такая история. Вот мы были на леднике, и снимали там в отеле тоже номер, когда вот на ледник приезжали. Мне очень понравилось, там был очень такой эко-крутой, классный отель. Мне понравилось очень, как там на 2-м этаже была, мы сейчас там с Матео гуляли, я говорю, блин, какая крутая здесь зона для конференции. То есть, знаете, такое wellness, вот эти выезды, когда можно собрать там свою команду, выехать. И она как раз была пустая, и потом, когда мы с ним там тусили, играли, приезжает такая команда, и они там проводят какие-то стратегические сессии. В общем, блин, американцы такие классные ребята, там у них такая тусовка, у них там были выходы там на ледник как раз там на следующий день. И мне почему-то кажется, вот Смолячков именно про это, там, он будет пользоваться популярностью, они именно такую аудиторию тоже хотят забрать вот для этих wellness-тусовок, для бизнес-тусовок каких-то. А они сейчас есть, их нельзя игнорировать, если вы думаете, что это все какой-то бред, вот, то зря, потому что сейчас это популярно. Я вижу много бизнесов, даже среди своих клиентов, кто очень заботится о своих командах, компаниях. И, ну, это реальность, вот, которая настигла современная реальность, вот, и любит вывозить тоже куда-то, выезжать в какие-то такие вот классные, тем более у нас на заливе места. В общем, смотрите дальше видео про морскую ривьеру и приходите сравнивать, тоже обращайтесь за покупкой, будем смотреть, сравнивать, анализировать, показывать по цифрам.